Выход новой номерной части «Обителя зла» – это всегда большое событие для всей игровой индустрии. Первая часть в принципе изобрела жанр survival horror, или как его еще называют, выживание в кошмаре, заложив практически все геймплейные механики, которые и сейчас используют этот жанр. Нехватка боеприпасов, живущие враги, от которых выгоднее убегать, чем пытаться их убить, и неудобное управление, оно словно кисельное. И хоть большая часть этих механик была придумана для того, чтобы замаскировать техническое несовершенство консолей того поколения, но тем не менее современные survival-хорроры используют большую часть этих механик. После первой части последовал второй, который еще сильнее углубил и улучшил системы, которые великолепно работали и в первой части. С выходом Resident Evil 3 игра из классического survival стала не спеша эволюционировать в survival action. Вам по-прежнему необходимо было выживать, однако открытые локации и механика уворота стала уводить серию в экшен. Четвертая же часть сделала огромный прыжок для серии и стала практически полноценным экшеном. Мы много стреляли, да и сама режиссура четвертой части была весьма драйвовой. Спорными можно было бы назвать пятую и шестую часть серии, последняя была уже почти шутером, однако для меня пятая и шестая часть, наверное, самые любимые во всей серии. Семерка по сути совершила революцию, вид от первого лица, новый герой, который, казалось бы, никак не связан с сюжетом, и самое главное, возвращение к истокам. Особняк со множеством загадок, неубиваемый Джек Бейкер, который преследует главного героя на протяжении доброй третьей игры, и самое главное, впервые в серии вид от первого лица. Тут поправочка, впервые в номерных частях. И, наконец, 7 мая 2021 года в релиз вышла многообещающая Resident Evil 8 Village. И это обзор долгожданного хоррора. Здорово, ты на канале Закон Мерфи. У микрофона Сергей, и мы начинаем. Давай посмотрим, что для нас подготовила очередная часть великой серии. В этом видео не будет спойлеров, так что смело можешь смотреть его до конца. Сюжет Village начинается спустя 3 года после событий 7-го Резидента. Итан Уинтерс вместе со своей женой Мией и дочкой Розой ведут размеренную жизнь где-то в Восточной Европе. Луизианский инцидент все никак не идет у Итана из головы, что сильно раздражает Мию, которая пытается не вспоминать про те трагичные события. Но внезапно привычный расклад вещей меняется, когда в их дом врывается Крис Редфилд с отрядом вооруженных людей. Они убивают Мию и забирают Розу. Итан, как и игрок, не понимает, что за чертовщина здесь вообще происходит, и в ярости бросается на Криса с требованием убрать руки от его дочери, на что получает удар прикладом в голову. Что происходит? Какие мотивы у Криса? Почему они убили Мию и забрали Розу? На эти вопросы игра ответа не дает. Итан приходит в себя на месте аварии и в попытках спасти дочь набредает на глухую румынскую деревушку, где и будет искать ответы на все свои вопросы. Это была завязка игры. Если говорить о сюжете, в общем он довольно неплохой. Да и ответы на все вопросы вы получите ближе к концу. Но в конце на игрока вываливается такая куча сюжетных твистов, что аж прям удивляешься, как же лихо сценаристы закрутили сюжет Village. Сюжет достаточно простенький, но без претензий на какую-то особую драматичность. В целом за ним довольно интересно следить. Интересно по крупицам и записок восстанавливать историю этого места и его обитателей. Из минусов можно отметить то, что некоторых крайне интересных персонажей сценаристы не раскрыли в полной мере. Роль Альсины Димитреску оказалась не такой уж существенной, как казалось на первый взгляд. Хотя должен признать, женщина она шикарная. Многие думали, что леди Димитреску будет главным антагонистом 8 части, но это далеко не так. Поговорим об игровом процессе Village. Хоть геймплей сильно напоминает предыдущую часть, однако изменения есть, и они значительны. Во-первых, тут можно и нужно убивать врагов. За убийство рядовых врагов игра щедро вознаграждает тебя внутри игровой валютой, запчастями для крафта, патронами и сокровищами. Сокровища, кстати, можно продавать в местном магазинчике. А зачем нужна валюта? Для покупки патронов, лекарств и улучшения оружия. Местный торговец Герцог нужен не только для продажи и покупки, он еще время от времени принимает активное участие в сюжете. Да, серия опять сделала прыжок в сторону экшена. Хорошо это или плохо? Мне, как фанату 5 и 6 части, Обителя зла это нравится, однако тут есть свои нюансы. Во-первых, классическое хоррорное управление. Персонаж двигается как будто в киселе, да и целится он не скажешь, что прям быстро. И если в предыдущей части на нас одновременно нападало не более 3-4 соперников, то тут игра не стесняется вываливать оборотней на игрока сразу десятками. И тут неудобное управление показывает себя не с самой лучшей стороны. Во-вторых, стрельба из почти всех видов оружия ощущается как выстрел из хлопушки. Нет ощущения того, что ты держишь в руках смертоносное оружие. Отдачи практически нет, да и звук оружия оставляет желать лучшего.
А вот звуковое сопровождение игры, в отличие от звуков оружия, сделано на первоклассном уровне. Звуки сочные и реально пугающие. Закрытие дверей, хруст ветки под ногами, истощенный крик оборотней – все это заставляет тебя буквально обливаться литрами холодного пота. Звуки тут выполняют свою задачу на все 100%, и они держат игрока в напряжении от самого начала и до самого конца. Еще одно приятное изменение – это разнообразие. Игра примеряет на себя множество амплуа, от классического шутера до классического хоррора. И эти моменты длятся ровно столько, сколько нужно. Игрок просто не успевает скучать. Как только вы начинаете чувствовать, что уже подустали от очередного момента, игра тут же сменит тональность. И вы уже не ходите по темным коридорам без оружия, пугаясь каждого шороха, а отстреливаете оборотней целыми пачками. И такое разнообразие реально идет игре на пользу. И даже не смейте подумать, что обитель зла уже не тот. И он не в состоянии напугать игрока, подарить ему тот самый опыт, когда ты просто боишься идти вперед. В игре есть отлично поставленный хоррор-момент, который даже бывалым игрокам напомнит о том, что Resident Evil – это в первую очередь хоррор, хоть и с весьма весомыми элементами экшена. Никуда не исчезли и головоломки, они в игре присутствуют, и в достаточном количестве. Они не слишком сложные, вы не будете часами ломать голову над одной единственной головоломкой, но и не слишком простые. Игра дает вам почувствовать триумф от того, что вы решили очередную загадку. И, кстати, головоломки, которые заставляют нас бегать туда-сюда, постоянно возвращаясь в одни и те же места, практически отсутствуют. Я, например, не очень люблю постоянно бегать по одним и тем же локациям. По факту головоломка, которая заставит нас побегать, в игре всего лишь одна, да и та не сказать, что сложная. Также хочется немного поговорить про структуру локаций. Никакого открытого мира, как воображали себе некоторые, в игре нет. У нас есть основной хаб, та самая деревушка, по которой можно спокойно побегать и пособирать ресурсы. От самой деревушки имеется множество путей, которые ведут к местам, где обитают боссы. Каждое владение босса уникально и представляет собой геймплей, который будет отличаться от всех остальных. И именно такой подход в организации внутри игрового мира и дает нам разнообразие ситуаций, которые не дают нам заскучать. И этот подход мне очень понравился. Единственное, на что можно пожаловаться, это битвы с боссами. Почти все из них устроены по принципу «стреляй и ты победишь». В этом плане подход к боссам очень похож на жанр Souls-like. Игроку нужно заучить движение босса, вовремя уклоняться от атак, иногда используя окружение, и стрелять в слабые места. В битвах с боссами не требуется решать какие-то головоломки, и поэтому почти все битвы похожи одна на другую, за исключением предпоследнего босса, который стал очень приятным исключением и подарил мне игровой опыт, который я не встречал ни в одной из серий игр. Графика в игре потрясающая. Даже по сравнению с 7-й частью это сильный рывок вперед. Хотя игра даже не претендует на Next Gen, она вышла также и на консолях прошлого поколения PS4 и Xbox One. Внимание к деталям, вот в чем секрет. Интерьеры замка Димитреску, заснеженная деревушка, туманное кладбище, затопленная дамба и индустриальный завод. Все выглядит великолепно. Анимации также выполнены на очень высоком уровне, записанные с помощью Motion Capture. Игра проходилась на видеокарте 1660 и даже на средних настройках выдавала прекрасные виды. По поводу оптимизации и технического состояния игры, все сделано тоже на очень хорошем уровне. Игра была куплена в день релиза 7 мая. Я за все время прохождения заметил лишь парочку багов. Один раз леди Димитреску зажала меня в углу, и я кое-как смог выбраться из тисков этой прекрасной женщины. Не знаю, так ли это было задумано разработчиками, но чувствовать полную доминацию Димитреску над собой хоть и было приятно, однако что-то мне подсказывает, что это не должно так работать. Еще один раз и у главного героя игры Итана Уинтерса полностью пропала озвучка. Слушай, Итан, ты часть игры. Но эта проблема была решена после перезапуска игры. В целом оптимизация неплохая, однако в моментах, когда за тобой гонятся дочки Димитреску, которые насылают стаи мясных мух на игрока, FPS прилично так проседал. Хотя, судя по всему, эта проблема была замечена не только у меня. Даже на топах видеокартах в моменты, когда за тобой гонятся мухи, FPS в игре сильно проседает. Этот момент был не сильно критичен для меня, однако все равно это было неприятно. Ну что ж, давай подведем итоги. Village – это отличный хоррор с весьма значительными элементами боевика. Хоть в игре и есть моменты, которые слегка раздражают. Рекомендую игру к покупке всем ценителям и фанатам серии Resident Evil. Ну а если вы таковым себя не считаете, но давно уже поглядываете к серии Обители Зла, рекомендую вам вначале ознакомиться с 7-й частью, и там уже, если вам понравится, смело брать Village. Ты был в дружной компании канала Закон Мерфи.
Обязательно прожми лайк, если тебе понравилось видео. Оформляй подписку на канал и делись своим мнением в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Пока.